Здравствуйте. Я уже говорил, что я вот сейчас покуда не хочу сильно много репортажей выпускать и то есть проявлять какую-то активность на своем канале, потому что идет матч за звание чемпионки мира по шашкам 100 в Варшаве. И есть онлайны, хотя онлайны вот на польском, но я думаю, что многие понимают, то есть в том числе русскоговорящие. На всякий случай большой процент того, что говорят, понимают, тем более вот приглашенные гости, как я уже говорил, интересно все достаточно. Но сегодня, конечно, инцидент произошел, достаточно серьезный, я считаю, инцидент. Даже у нас на белорусском вот есть момент на белорусском домене, то есть описание этого инцидента появилось. Что я хочу сказать сразу? Может, кому-то определенные моменты не понравятся, но давайте я покуда очень аккуратно постараюсь высказаться по этой ситуации. Точнее сказать, по ситуации я не хочу высказаться. Я хочу, чтобы все-таки был, то есть были какое-то описание этого инцидента. Во-первых, описание инцидента полностью, то есть с первых рук я хочу. Во-вторых, описание какие-то моменты, наверное, от всех сторон я хочу, чтобы они были. Ну вот, наверное, на сайте будет правильнее, если на сайте Ивана Трофимова, то есть 64-100, они были. Вот эти вот описания, то есть, и мы бы сделали, то есть, люди бы нам написали, то есть, чем все это руководствовалось. Какие моменты были перед этим, то есть, ну вот с обоих сторон, абсолютно с обоих сторон. Может еще кто-то, то есть, выскажет свою точку зрения, который был к этому причастен. То есть вот такой момент. Ну, я постарался как-то быть дипломатичным, хотя ситуация очень неприятная. Я специально поставил конечную позицию. Но, в принципе, понимаете, во время, то есть, очень неприятно, во время тура, когда у тебя убирают флаг, то есть, ну, я вот что хочу сказать, давайте я моментов пару скажу. Я все-таки тут не монтирую видео, я, то есть, говорился и сразу вот потом давил на YouTube. Вот особенно матчи всегда состоят из множества каких-то незаметных факторов. И вот их, естественно, надо учитывать, но вот как учитывать вот такие вот, наверное, факты, такой вот момент. То же самое там в Москве, конечно, ну то, что в Москве, конечно, было это, ну, конечно, я уже говорил об этом, я не буду говорить, то есть как могли, допустим, претендентки на звание чемпионки мира, то есть там, то есть знать, что такое будет, допустим, в Москве. Но вот здесь тоже такой момент, к которому очень сложно подготовиться. И вот он произошел в матче. Ну и я думаю, что он все-таки повлиял на вот исход партии. А это основная партия. Исход, естественно, очень важен. Ну, в общем, жду. Я вот все-таки, я жду вот этих вот объяснений, пояснений каких-то. Вот именно от всех сторон. Тогда будем мы делать определенные выводы. Так или иначе, ну вот получить во время партии вот такой момент, когда у тебя убирают флаг, это очень неприятно. Ну так или иначе, я говорю, что я вот только по публикациям сейчас сужу, поэтому жду все-таки, я думаю, все ждут, шашисты. Сейчас кто смотрит, кто следит за этим матчем, вот этих нам объяснений определенных пояснений. Я еще хочу сказать один момент, вот я важно, чуть не упустил один, и второй это момент тоже вот, если Тамара слушает, я хочу там потом тоже с Тамара, ее тренера, то есть кто сопровождает, наверное, я хочу тоже потом сказать один момент интересный, который может им даже в определенной степени, ну, поможет. Значит, во-первых, почему я хочу дождаться вот этих мнений со всех сторон? То есть мы шашисты, и мы должны, естественно, жить достаточно дружно.
и у нас должно возникать как можно меньше вопросов. То есть мы как-то все-таки должны дискуссионно обсуждать и какие-то принимать важные и желательно хорошие решения для себя. То есть, у нас отдельное сообщество, то есть, и мы должны все-таки вот стараться сделать для этого сообщества как можно больше хорошего, то есть, после которого мы будем, можно сказать, развиваться, и развиваться и так далее, то есть, и выживать, можно сказать, сейчас, наверное, даже выживать. Поэтому вот это все очень важно, то, что я перед этим сказал. Значит, по поводу того, что я хотел Тамаре, тренерам сказать, у меня, то есть масса тоже случаев неприятных, конечно, было очень много неприятных случаев, не буду их говорить, какие-то там выделять, но был один случай у меня очень неприятный, я считал, что для меня очень неприятный, причем, людям, то есть мне очень неприятно сделали во время турнира, очень неприятное, но я все мог, грубо говоря, простить этим людям, но, в принципе, вот меня постоянно гложило то, что это было давно. Меня постоянно гложило то, что вот они мне именно гадость этого во время турнира сделали, во время чемпионата республики. Я сейчас помню, но вот видите, все накладывается одно на одно. Буквально пару дней назад я вот даже посмеиваюсь, поступила мне информация, очень интересная. Я сказал, слава богу, что так произошло. То есть, в принципе, произошло вывод такой. То есть, я через много лет, то есть, я понял, что, в принципе, все нормально. И привет стратегам, которые, наверное, которые мне сделали там эту гадость тогда. Привет. Думаю, может, они себя не узнают, но привет стратегам этим. То есть, и вот только сейчас я понял, что очень хорошо то, что они мне сделали, наверное. То, что они мне сделали эту гадость. Поэтому давайте, я говорю, Тамаре, не расписать и тренерам, и, естественно, постараться вот дальше показать интересную игру, и посмотрим, что будет дальше, естественно. Поэтому я понимаю, что после поражения всегда тяжело, но все-таки давайте сейчас посмотрим вот эту позицию. Видите, 37-31 было в партии. То есть вот это, конечно, глобальная ошибка уже была. Я думаю, что и здесь ничья. По идее, компьютер показывает, даже вот смотрите, вот этот вот вариант, это причем не самый лучший вариант. Я вот здесь честно говоря, сильно не вижу проблем. 19, наверное, отдал. Может, даже здесь можно было как-то отдать. Я думаю, что здесь ничейная позиция. Но я думаю, что вообще лучший ход вот этот Т4-30. Давайте я его выделю. То есть 20. Я почему вот этот ход показал, да, потому что я говорю, что любой ход сделать, то есть любой, в принципе, другой, даже вот здесь, я думаю, что он ничего не сделал. Может, здесь сложнее, но вот здесь допустим, я думаю, вот здесь очень много ничьих. То есть 37, то есть я вот это вообще, то есть если бы я в Блиц играл, так я бы вот эту сразу ничью. Я думаю, что вот это просто ничья. То есть я здесь прикинул без компьютера, может еще найдете, то есть, я думаю, что ничьих очень много. Я говорю, что даже вот эти варианты из 32, и, то есть, просто 37, видите, это не заметить, то есть стуклеточницы, конечно, какой-то момент был, какой-то, я считаю, что возможно, что какой-то стрессовый, наверное, фактор был все-таки. Видите, то есть, если она видела то есть, не видела этой позиции, то есть, наверное, моменты какие-то были.
Опять, понимаете, вот достаточно так вот, я посмотрел сегодня даже посреди, вот, смотрел там, посреди, ну, днем, точнее сказать, смотрел, то есть, ну, ничего не было. Так, Наталья так, ну, интересно, вроде бы вот пошла 7.11, ну, видите, так, наверное, какая-то определенная стратегия была, то есть, вот играли вот эту позицию. Ну, видите, размены, то есть, ну, ничего здесь не было абсолютно. Я даже, честно говоря, вот, ну, комментировали там сегодня с комментаторы сидели, в принципе, но как-то комментировать, я не знаю, что тут комментировать. Я не хочу их обидеть ни в коем случае. Ну, то есть, комментировали какие-то, показывал Дамиан, Иван что-то показывал, тут какие-то моменты. Ну, в принципе, разменов много в позиции, то есть, в принципе, она развивалась. Наверное, какая-то стратегия, то есть, ну, было, я не знаю, у кого больше там стратегии, но вот покуда вот играть именно такие позиции, возможно, что какие-то моменты есть, ну, ничейная просто позиция, ничейная. Пишите комментарии, кто со мной не соглашается, пишите вообще мнение, вот, я опять говорю, ну вот этот ход, конечно, все очень так нехорошо. Видите, 37 и вот проиграл таким образом. Да, ну вот то, что я хотел сказать, в принципе, пишите комментарии, и, как я уже говорил, вот, ну пусть все-таки хочется очень, чтобы все высказались, все стороны высказались, и чтобы у нас в шашечном движении не было никакого разлада абсолютно. Пусть ругаются, но там где-то, или, как я бы сказал, кто-то другой. А нам ругаться между собой, я считаю, что, ну, не надо. Надо какой-то вырабатывать консенсус, постоянно советоваться, то есть какие-то определенные принимать решения. Когда советуешься много, то есть я считаю, у кого когда какие-то есть мысли, то какой-то все-таки хороший результат должен быть. Итак, до новых встреч.